Сегодня мы разговариваем с компанией CRP «Промышленные роботы». Сегодня наша тема – это сварка, роботы, история вообще вашей компании, ваши реализованные проекты, ну и так далее. До этого я рассказывал свой опыт про роботизацию, это буквально там 2 минуты. Я, повторюсь, откуда я вашу компанию узнал. Узнал я Мгм. вашу компанию от 3 года назад я подписался случайно в Инстаграме на ваш филиал в Иркутске, который рекламировал сварочные роботы. И тогда у меня было два вопроса передо мной стояли. Первый вопрос, почему, откуда вообще в Иркутске деньги и почему, как сказать, в Иркутске что, пользуется спросом роботизация, ну, потому что регион не такой уж и богатый. А второй у меня тогда вопрос был 3 года назад, почему именно китайские роботы, когда на рынке есть там Фанук и там Кука, допустим, ну, на тот момент это было так. Это для меня были, как сказать, очевидные такие понятные решения. Допустим, если бы я, там, не знаю, был бы главным сварщиком или там на каком-то предприятии работал, я бы себе ставил либо Фанука, либо Кука. Ну, это было 3 года назад. Сейчас у нас ситуация все совершенно поменялась. И один из вопросов, который я дальше вам буду задавать, в чем же все-таки преимущество? Так, я давайте тогда представлю зрителям, кто сейчас смотрит, кто будет смотреть в трансляции вас. Это технический директор, зовут его Алексей, вас точнее. О, тут уже пишут, всем привет. Так, Юрий, приветствую. Компания Tenef Pronius, Коварк. Алексей, вам слово тогда. Да, здравствуйте всем. Еще раз представлюсь. Алексей меня зовут, технический директор компании CRP Automation Russia. Мы в России представляем эксклюзивно завод CRP китайский. Более 20 лет история завода уже длится. Изначально занимался завод системами управления для промышленных роботов, для ЧПУ станков. Потом в какой-то момент переключились на производство комплектующих для роботов. Ну и более 7 лет уже выпускают, собственно говоря, готовую продукцию. То есть, в принципе, полный цикл производства у них промышленных роботов налажен. Считается там одним из лидеров китайского рынка по объему производства. Активно занимается экспортом. Основное направление, конечно, Юго-Восточная Азия. Вот в России мы около 3 лет только являемся официальным эксклюзивным дилером и продвигаем их продукцию. Ну, за это время добились достаточно больших успехов в этом области. Ну, это если коротко. Вот, У меня примерно сразу так. же такой вопрос, Алексей. Читал я всякие статейки про роботизацию и так далее, и все говорят то, что там в Китае, ну, сейчас нет, про Россию там количество роботов очень маленькое, про Европу там побольше, в Штатах побольше, но если мы говорим про Китай, то там количество роботов, ну, просто гигантское. Там что-то там вообще за сотни тысяч уходит. Это правильно или... Это правда в смысле? Ну, да, ну, вот насколько мне память не изменяет, по-моему, последний раз смотрел статистику за 21 год. По миру было установлено что-то около 470 тысяч единиц роботов. Большая часть из них как раз-таки рынок Юго-Восточной Азии, в первую очередь Китай, там чуть ли не 30% всех установленных роботов приходится именно на Китай. На данный момент, конечно, Южная Корея занимает первое место, да, так скажем, по количеству установленных роботов на 1000 единиц персонала, но Китай активно, собственно говоря, приближается к этой цифре. Ого, про Южную Корею вообще не знал, интересно. Ладно, вернемся к вашей компании. Расскажите, где вы находитесь. Я перед тем, как готовиться к этому эфиру, как сказать, ну, изучил ваш сайт, зашел, посмотрел, и, честно, я охренел вообще. Во-первых, ваш офис увидел, ваши фотографии, само это здание, ваши филиалы, ну, туда вам слово предоставляю. Мгм. Ну, офис нашей компании в России расположен в Подмосковье. Это город Одинцово, территория Одинцовского машиностроительного завода. Здесь у нас несколько зданий арендовано. Одно офисное, одно складское помещение и одно, это, скажем так, демонстрационный зал и зал для тестовых испытаний промышленных роботов. У нас находится крупный завод в Китае, естественно. То есть вот как раз-таки фотографии того красивого здания, это, скорее всего, вот наш завод в Китае. В прошлом году новое офисное здание в центре Чэнду построил наш завод. То есть, поэтому то есть, активно развиваемся, растем. У вас же филиалы есть, правильно? Китайский офис, да. Ну, есть филиалы, да. Иркутск и, по-моему, Вологда, если не ошибаюсь. Да, да. Ну, там не Вологда, там, я честно, Волжский, по-моему, город А, или Волжский, называется. да-да-да, Да, Волжский. да.
Да, в Иркутске у нас, да, филиал, в городе Волжском, и несколько партнеров, интеграторов наших роботов есть, кто как бы не является официально филиалом, но занимается интеграцией наших роботов, в Ну, частности, компания DeltaSwar, ну и там еще ряд других я там компаний. видел у вас в списке МТИ был, Маштехинвест, ну, кого я так более-менее знаю, Дельтасвар там Мгм, видел, кого там еще знаю, ну, еще, мгм. может, компании 2 или 3. Так, я хотел сейчас все-таки вернуться к новостям на сайте, и даже не на сайте, я у вас в Ютубе на вашем канале увидел то, что вот буквально вчера или позавчера было сторис про ваш склад и то, что вы завезли 100 роботов, правильно? Да, действительно так и есть. Ну, это же гигантский объем, нифига себе, 100 роботов, это какой себе интегратор такой может позволить, чтобы 100 роботов привести? Ну, я думаю, что ни у кого из интеграторов нет такого склада, и даже, возможно, ну нет, наверное, может и был, там у Куки, возможно, или у кого-то другого, но думаю, что мы приблизились к одному из самых больших складов, да, роботов за всю историю, вот, Еще такой вопрос российскую. вам сразу же. Ну, это прям 100 роботов, это, ну, очень много. Это, опять же, то, что я работал в компании, которая занималась роботами, я знаю, какое количество и сколько там, допустим, там у Фунака было, мы там смотрели по складу. Ну, в общем, это совершенно не Мгм. те цифры. Вернемся сейчас к тому, то, что у вас именно роботы по сварке, либо еще есть и другие роботы, потому что понятие слова робот это как бы растяжимое, там все подряд можно. Мгм. Нет, у нас, конечно же, есть роботы и для других задач. Просто рынок робототехники так устроен, особенно в России, что большинство задач это сварочные, ну, то есть порядка 80%, наверное, задач, которые приходят в нашу компанию. Это задачи в области сварки в том или ином виде, да, то есть это не обязательно полуавтоматическая сварка, это может быть сварка неплавящимся электродом, лазерная сварка, плазменная, даже сварка трением иногда бывает. То есть, в принципе, ну, большая часть, конечно, проектов это сварочные. Но на этом мы не ограничиваемся. Изначально мы немного были ограничены модельным рядом тех роботов, которые у нас были, да, то есть когда мы начинали сотрудничество с компанией CRP, самая большая грузоподъемность нашего робота была 20 килограмм, и, соответственно, там с палетированием, с обслуживанием станков мы не могли закрыть тот объем, ну, те Мгм. позиции, которые приходили, да, то есть по запросу. На данный момент грузоподъемность роботов наших, которые есть в модельном ряду, возросла до 135 килограмм. В этом году Ого. китайцы нам обещают 270 килограмм робота и несколько промежуточных версий. Поэтому сейчас активно осваиваем другие направления. То есть как бы, сейчас стало больше гибкости в этом вопросе. Ну, просто, опять же, там, вот, который там статейки еще, может, там год назад или там 1,5 года назад смотрел, изучал по роботизации, когда был с этим как-то связан. И как все говорили, там вот даже, по-моему, статья была у Фунакай либо у Куки о том, что в России именно популярны сварочные роботы. Но вообще, если мы говорим про европейский рынок, там, про американский рынок, про другие рынки, доля сварочных роботов, она вот такая вот, она вообще мизерная. Там, а в основном это роботы, там, покраска, там, и все что угодно вообще, там, перемещения различные, манипуляции. Ну, то есть, а у нас именно сварочные роботы. Ну, тут смотрите, опять же, то есть это надо немножко разделять, да, если мы Ну, основной вообще потребитель Ага. роботов на мировом рынке это автомобильные заводы. То есть Мгм. там не так много, ну, то есть там сварочные операции тоже, конечно, присутствуют, да, но в основном это контактная сварка, ну, сборка, то есть и покраска, да, действительно. То есть, ну, там на автомобильных заводах, наверное, 50% всех роботов, установленных, так скажем, в мире, да, оно работает именно на производстве автомобилей, да. Почему? Потому что максимально унифицированы все операции, да, то есть даже автомобили, казалось бы, разные визуально, они строятся на одной платформе, да, которая, так скажем, сделана максимально унифицированно. Вот. Если как бы эту область откинуть, то остается вот как раз-таки большая часть задач именно в сварочной области. Вот, я А, думаю, даже в мире. Ну, у нас просто, ну, немножко специфический рынок в России, да, то есть как бы растет он достаточно активно, если можно сказать, да, в процентном соотношении, но если говорить именно про количество проданных единиц, да, то рост там очень маленький. То есть вот в 2020 году, я насколько знаю, там около 1000 единиц всего было продано промышленных роботов.
в России, там, скажем, в 2019 году это было около 800 единиц, да, кажется, что вот в процентном соотношении там рост там порядка 20%, там много, а по факту там, ну, всего на 200 единиц, да, если, как я вам говорил, в 2021 году по миру там 470 тысяч продали, а в России всего 1000. Вот. Так скажем, ну, самое распространенное именно, да, в России направление – это сварка, именно потому что, ну, наверное, наиболее выгодно именно в области сварки робота приобретать и автоматизировать процесс. Ну, то есть, как бы самые, так скажем, на мой взгляд, минимальные сроки окупаемости можно получить и значительное повышение качества выполняемых операций. У меня такой вопрос сразу же. А сколько стоит у вас сварочный робот? И какая комплектация? Грубо говоря, у вас же, по-моему, сразу же с источником питания, правильно, Мигмит идет? И какие там, от Да, чего ну, цены? да, Я понимаю, смотрите, это то сейчас, есть, наверное, в вопрос принципе, палец в небо и там и... да, вы понимаете, да, что, ну, сами немножко занимались интеграцией, как я понял, да, понимаете, да, что у нас все задачи, они, собственно говоря, уникальные, да, то есть нет двух одинаковых задач, даже если там максимально похожие изделия, все равно там они чем-то отличаются, есть какие-то нюансы, поэтому, ну, такой вот универсальной цены ее нету, да. Сварочного робота в комплекте со сварочным источником можно приобрести от 25 тысяч долларов. То есть туда будет входить сам робот-манипулятор, сварочный аппарат 350-амперный на воздушном охлаждении, промышленный, для промышленного применения, который способен 24/7 работать, но функционал у него будет минимальный, конечно же, то есть сварка только на постоянном токе, ну и сварка только черной стали, да, и без ну, большого количества опций. А Вот. дополнительные опции — это, ну, как я, наверное, думаю, это там, наверное, датчик слежения, там станция очистки горелки, наверное. Это у вас все есть, там манипуляторы обычно там. Никогда там просто так робота не ставят, сразу же там вращательный манипулятор и так далее. Это все уже опции, правильно? Ну, да, вот как бы отчасти это тоже, но и я на самом деле сейчас имел в виду немножко другое, да, то, что по сути, ну, за 25 тысяч долларов источник будет базовый идти, да, то есть в нем самом нет опций никаких Мгм, дополнительных, то есть мгм. можно настроить ток, можно настроить напряжение, время заварки кратера, время старта, параметры заварки кратера, ну и, собственно, все. То есть и каких-то функций там, ну, которые есть на более продвинутых аппаратах, типа контроль проплавления, там функции низкого разбрызгивания, то есть вот этого вот в сварочном аппарате именно не будет. Ну, то есть, грубо говоря, там, опять же, там, если доплатить деньги, то можно там тот же Мигмит взять там и с пульсом, и там с дополнительными спецпроцессами, Конечно, которые идут уже. Такой вопрос сразу же, опять конечно, же. да, то есть Вы только интегрируете роботы с Мигмитом? У вас были, допустим, запросы? Вот у меня есть источник Фрониуса, либо источник EVM, но мне нужен только робот. Вы можете, как, ну, как сказать, или соединить чужой да, источник конечно, и... можем, то есть мгм. Да, естественно, можем это сделать. Не каждый источник можно подключить сразу, да, так скажем, из коробки. То есть для того, чтобы подключить источник к роботу, да, он должен соответствовать ну, определенному набору требований, да, у него должен быть интерфейс внешнего управления в первую очередь, и на самом роботе-манипуляторе должен быть написан протокол связи для обмена данными с этим источником. То есть у нас есть так скажем, пул источников, которые мы можем подключить из коробки, да, то есть там, из известных там ISAP, Fronius, ну и китайские там источники, Migmit, Baikal, еще, по-моему, какие-то. Так, сейчас не скажу. В принципе, теоретически можно подключить любой источник, просто для него нужно будет писать протокол связи. Вот. Это не проблема. То есть, ну, в основном мы интегрируем именно с мигмитами, потому что, ну, в принципе, цена-качество аппаратов, она достаточно неплохая, на мой взгляд. Они Я, себя достаточно неплохо зарекомендовали, и, в принципе, за 3 года работы, да, с ними, в принципе, проблем никаких не было. я когда был на выставке на последней, Рузвельт или Велдекс была, и, ну, я на той и на другой был, да, по-моему, на
Русвелде все-таки, и там как раз брал интервью у компании Интертехприбор, не Интертехприбор, в общем, по Мигмиту. Интертехприбор. Да, да, и мне понравилось это оборудование, там немножко его потрогал, пощупал. Да, в принципе, я его так давно уже в России знаю. В общем, оборудование Мигмит как бы, ну, оно достойное, на самом деле. Оно такой премиум уровень в Китае и там, конкурентоспособен с европейскими, с американскими брендами. У меня такой вопрос. А расскажите про крупные проекты, которые были реализованы в России. В каких сферах, что за предприятия и что сделали? Ну, крупные проекты. Давайте я тут немножко расширю, да, ваш вопрос. Смотрите, как бы на рынок вообще мы заходили как раз-таки больше как интегратор именно в области, ну, так скажем, малого и среднего бизнеса, да, то есть какая вообще в России проблема в роботизации была, на мой взгляд, изначально, да, то есть когда это все зарождалось, появлялось в России, то есть в начале нулевых годов, да, то есть стали приходить крупные интеграторы в Россию, ну, не интеграторы, точнее, производители роботов, да, стали появляться первые российские интеграторы. Основным покупателем продукции, да, были крупные заводы, европейские в основном, да, которые, собственно говоря, у них был построенный производственный цикл на промышленных роботов, они, открывая предприятия в России, повторяли этот цикл в России, приобретали роботов, робот-вещь, ну, в то время была достаточно дорогая, интеграторы, ну, достаточно солидные деньги закладывали на интеграцию именно, да, то есть на настройку, на отладку этого оборудования, учитывая риски, да, то есть в России особо специалистов не было по этому направлению, да, и, как правило, на крупных заводах это какие-то сложные процессы были. Поэтому это как бы было доступно в основном крупным предприятиям. Мы вообще, когда начинали все это, да, организовывать, мы как бы были именно нацелены на малый бизнес, да, то есть первый раз увидев этих роботов, да, CRP, я понял, что, в принципе, китайцы уже подтянулись до какого-то определенного уровня, да, в робототехнике прошли большой путь, потому что, ну, там, скажем, лет 5-6 назад я сравнивал, да, китайских роботов с европейскими, и им еще было далеко до этого, да, там, 3 года назад картина абсолютно поменялась с точки зрения механики, то есть, как бы, все те решения, которые применяют китайцы, они уже опробованы европейцами, и, собственно говоря, роботы, ну, многих китайских брендов, я не скажу, что всех, конечно, но они соответствуют мировому уровню. Вот. Да, есть там у китайцев как бы некоторые вопросы по программному обеспечению, ну, скажем так, по юзабилити, да, на мой взгляд. То есть это я как бы не а конкретно о наших роботах, а в принципе обо всех, да, вот смотрел, как бы видел там, китайцы как бы делают свои системы управления, там есть как бы вот некоторые моменты, которые как бы можно было сделать лучше, именно с точки зрения вот настроек, да, то есть, ну, условно говоря, на фунуке нужно там 2 кнопки нажать, у нас 4, да, для того, чтобы одну и ту же вещь там сделать. Но как бы это и понятно, потому что европейцы там 20-30 лет свой софт оттачивают, китайцы как бы намного меньше этим занимаются, но в принципе прошли достаточно большой путь, и я вижу, что, ну, в принципе, в промышленном применении для 99% задач китайские роботы, ну, справятся не хуже, чем европейцы, а цена, ну, она будет намного приятнее. То есть это будет где-то в 2-2,5 раза меньше, чем европеец. Но это вот в те времена, когда они еще здесь были. То есть сейчас их, в принципе, тоже вот слышал, что начали как-то поставлять в Россию, но цена там еще выше стала. То есть это где-то в 3 раза выше, да, то есть стоимость. И в первую очередь разница формировалась не за счет какого-то качества, да, робота, то, что они хуже сделаны, а просто за счет количества промежуточных звеньев, да, я тут поясню немножко. Ага. Допустим, возьмем компанию Fanuc, да, она производит своих роботов в Японии, то есть там есть головное предприятие, у них есть европейский офис, это отдельное юрлицо. Fanuc Япония продает своих роботов, Fanuc Европа. Fanuc Европа потом продает своих роботов Fanuc Россия, тоже отдельное юрлицо. Fanuc Россия продает этого робота интегратору. Интегратор продает конечному клиенту, то есть получается достаточно большое количество промежуточных звеньев, которое, так скажем, в котором каждый хочет заработать, и, собственно говоря, получается такая немалая наценка для потребителя. Да? Мы, собственно говоря, немножко другим путем пошли, мы напрямую представляем завод,
То есть мы являемся вот покупателем роботов у заводов, так скажем, и мы же занимаемся интеграцией этого робота. То есть между заводом и клиентом, конечно, только одно звено – это мы, да, то есть как интеграторы, вот, и как представители прямые завода. И, соответственно, наценку мы можем значительно меньше предложить. Плюс, ну, придя в эту область, мы, так скажем, решили, что интеграция, она должна быть разумной, да, то есть есть большая разница, да, то есть там проект уровня робот 2 стола с какими-то простыми изделиями и проект уровня там сварки каких-нибудь отводов, да, для атомной промышленности, да, то есть как бы наладить процесс там для атомной промышленности это будет намного сложнее, ну, более трудоемко, чем там какую-то сварку мебели, да, и, соответственно, ну, интеграция она должна стоить разных денег для этих предприятий, вот, потому что ресурсы будут затрачены абсолютно разные. У нас на рынке как-то вот принято было очень много, на мой взгляд, закладывать на интеграцию. Мы вот пошли по тому пути, что мы стараемся ну, разумно к этому подходить, разумные деньги на это закладывать и в первую очередь научить клиента пользоваться оборудованием, да, то есть объясняем, каким образом делаются кондуктора, то есть мы не стараемся на этом заработать, да, мы в первую очередь стараемся, если клиент сам может это сделать, да, передать свой просто опыт клиенту, чтобы он мог, так скажем, наиболее дешево, в общем-то, получить готовое решение, да, то есть с точки зрения программирования тоже стараемся научить именно программировать, не самим взять, да, вот там под ключ программирование там с каких-то изделий, а, так скажем, на одном примере просто показать оператору клиента, как это делается, и чтобы клиент уже мог на этом сэкономить и, ну, сосредоточиться именно на покупке оборудования. В общем, то, что клиент может сделать сам, мы стараемся дать ему сделать самому. Вот, Круто, спасибо большое за такой развернутый ответ. Первое, что хотел сказать. Там подписчики уже пишут вопросы. К сожалению, я его сейчас забыл. Там вопрос был вот такой вот. После видео, как сказать, мои коллеги, вы, то есть потом, естественно, ответите на все эти вопросы там в комментариях, как бы, чтобы всех удовлетворить, там, те, кто нас смотрит и будут смотреть, вы задавайте комментарии, компания CRP спокойно на них ответит, потом вам даст ответы. Такой еще даже не вопрос, короче, сегодня вот буквально часа 2 назад открываю Яндекс и читаю. Япония ввела там очередной пакет санкций. И список именно даже не продуктов, а номенклатуру, которую запрещено поставлять в Россию. И одна строчка вот от сегодняшнего числа – лазерные роботы. Автоматические лазерные роботы. Я думаю, а кто там именно-то? Якосава или лазерные роботы для сварки? Там прям так написано. Запретили. Ну, я, насколько читал эту новость, искал, Фанук там были, да, фигурировали роботы. Понял, интересно. Кстати, ну и теперь, такой уже вопрос. Расскажите то, что, ну вот, европейский, там, японский, я даже не знаю. Вот смотрите, Фанук у нас Япония. Кука у нас, по идее, офис в Германии, но сами акции принадлежат Китаю. Правильно я понимаю или нет? Да, да. Грубо говоря, вот в России раньше, ну как сказать, ну как мне казалось раньше, то, что основные два интегратора, даже не интегратора, а поставщик, вы правильно говорите, то, что интегратор это фирмы в России, это там Дельтасвар, МТИ, там, я не знаю, Рутек, это все остальные, это интеграторы, которые занимаются. А вот именно поставщики роботов, это были, ну, Фанук и Кука, самые большие такие два гиганта, да, там был немножко там АБС, по-моему, Юкосава, это Матаман, по-моему, еще чуть-чуть были, вы как бы, но все равно основной пул там роботов был у этих двух брендов. Вот они ушли. Их сейчас в России официально нет, правильно? Проблема. Так, да-да-да, что-то подвисало. Вопрос, Что если можно, повторите, да. с Кукой и с Фануком в России? Можно купить робота или нет? Или... Ну, смотрите, как бы, насколько я знаю, все официальные представительства закрылись. Последними был Фанук, то есть они дольше всех держались, но знаю, что в октябре у них было принято решение закрыть филиал, то есть и всех сотрудников, так скажем, уволили. Но буквально перед Новым годом приезжал клиент и, собственно, говорит, что ну, долго они не могли найти, но сейчас вот появились предложения о приобретении вот как раз-таки Фанука или Искавы, да, то есть им предлагали, в принципе, варианты.
Цена, конечно, вопроса достаточно большая, но варианты вроде как были. Но вот в связи с сегодняшней новостью, я не знаю, может быть, эти варианты уже как бы и не актуальны. Понял. То есть приобрести, в принципе, наверное, можно, но это будет, ну, просто неоправданно дорого. Тут даже Согласен. уже не имеет смысла это обсуждать, на самом деле. Как у вас с заказами, с клиентами в связи с последними этими событиями? Как сказать, там увеличение, наверное, произошло всё-таки, это логично. Ну да, но у нас, в принципе, как сказать, идет планомерный рост с самого открытия, да, как я говорил, мы были нацелены именно на малые предприятия изначально, да, то есть, так скажем, ну, мы были открыты к любым, так скажем, запросам, да, но приходилось, компания мы новая была, были, да, то есть как бы особо неизвестная на рынке, приходилось, так скажем, пробиваться с самых низов, да, то есть в основном это были малые какие-то предприятия, ИП и так далее, да. И потом постепенно, конечно, у нас стали появляться более крупные клиенты. Сейчас на данный момент у нас есть очень крупные клиенты, да, один автомобильный завод, сейчас проект запускаем, пока не могу сказать какой, как все запустим, обязательно отчитаемся, вот. Эм, У нас есть несколько проектов еще в реализации достаточно крупных. Один из них включает в себя роботизированный комплекс на базе 14 промышленных роботов, то есть это Ого, обслуживание линии штамповки. круто. То есть, да, там будет 13 прессов стоять, и готовые изделия мы будем получать после 13-го пресса, то есть вся линия должна работать как единый организм. Тоже, как только произойдет запуск, обязательно отчитаемся об этом проекте. Так, ну, есть у нас достаточно крупные проекты, два-три робота, где участвуют, но как бы, ну, ничего особенного, я бы сказал. Ну, то есть нет, так скажем, такого, чем прям можно уникальным похвастаться, на мой взгляд. Ну, то есть как бы я просто уже больше 10 лет в робототехнике работаю, в разных интеграторах поработал, прям такого уникального, ну, вот нечем пока похвастаться. Ну, как бы, да, количество запросов на данный момент, оно достаточно большое у нас. За прошлый год реализовали там порядка 120-130 проектов, то есть в этом году планируем там Круто, как круто, минимум в молодцы. 2 раза увеличить объем продаж. У меня такой вопрос, мне всегда было интересно. Вот я хочу пойти заниматься, ну как даже не заниматься, научиться, как правильно, не интегрировать, ну получается, нужно интегрировать, писать программы. В общем, где обучают, где этому можно научиться, чтобы там, не знаю, к вам устроиться или вообще там к любому другому интегратору, чтобы научиться разбираться в роботах. Это, я не знаю, такие учебные заведения, где этому учат. Ну, сейчас, в принципе, в институтах достаточно, я думаю, многих есть промышленные роботы, то есть и какой-то базовый курс могут, в принципе, в каком-то учебном заведении высшем предоставить. То есть, ну, например, я точно знаю, что в Бауманке есть промышленные роботы, да, в МАИ есть промышленные роботы. Вот мы с этими институтами, в принципе, активно сотрудничаем, ну, не только с этими, и с другими, да, которые занимаются именно промышленной робототехникой. Берем студентов на практику. В этом году в МАИ даже курс лекций читали Круто. на тему как раз-таки применения промышленной робототехники, именно прикладного. А, ну, мне кажется, это был очень, так скажем, интересный опыт и для нас, и для института, потому что, ну, вот, делая выводы из своего, да, высшего образования, я знаю, что те знания, которые в институте мне предоставили, именно в области промышленной робототехники, они, ну, были не устаревшими примерно лет на 20. Вот, и в связи с этим, я думаю, кому-то, может быть, из студентов будет это полезно. Э, Собственно говоря, ну, чтобы прям именно научиться и пойти работать в эту сферу, ну, это либо вот институт, либо непосредственно у какого-то интегратора можно приобрести курс обучения, да, то есть как бы, ну, у нас такого не было, чтобы приходили люди именно сами, да, обучиться для себя, так скажем.
Но там наших клиентов мы постоянно, собственно говоря, интеграторов обучаем, проводим курсы по повышению квалификации и прочее. Понял, спасибо большое. Так, следующий такой был вопрос. Сейчас вылетело из головы. О, про аренду роботов. Ну, как, кстати, были ли такие мысли? По-моему, есть такая система же Abaч, если не ошибаюсь. Это как ставится на производство, именно сдаются, даже не ставится, а роботы, ну да, грубо говоря, там роботы сдаются в аренду. Мгм. Так, вы слышали про Ну, нее? Ну, или... Ну, конкретно про эту систему я не слышал, но вообще у нас такой опыт есть. Мгм. Ну, сейчас вот одно конкретное предприятие могу вспомнить, да, с которым мы заключали подобного рода договор, то есть мы давали робота в аренду изначально, то есть тем, если как бы клиента все устраивает, он покупает этого робота, и, собственно говоря, ну, тут клиент не ограничился покупкой одного робота, то есть это переросло в сделку там, по приобретению 6 Круто. роботов. То есть, в принципе, мы готовы рассматривать такие варианты, да, поэтому, собственно говоря, это вполне возможно. Я просто слышал про такой проект на Воронеж-Стальмосте. У них там это Абаджи, по-моему, или Абадж правильно называется. Там как бы робот в аренду и... На бадже, да. Мгм. Понял, понял. Ну, я не знаю, насколько он рабочий, этот проект я видел, видео оттуда, вот. Не знаю, не знаю. Вы сейчас какие сегменты именно по сварке закрываете? Полуавтоматическая, это понятно. Это вы еще перечисляли, по-моему, ну, аргон-дуговая. Ну, мгм. А Ну, в еще? основном это 3 вида сварки, да, то есть, во-первых, это мигмат, Мгм. полуавтоматическая сварка, но это большая часть проектов, то есть это, опять же, там, из тех 70-80%, которые я вам назвал, это, опять же, 70-80% будет полуавтоматическая сварка. Далее тик-сварка идет и лазерная сварка, это из наиболее популярного, да, то есть они там процентов по 10-15, наверное. То есть, А у ну, сейчас лазер... лазерная сварка, она вот набирает популярность на самом деле. То есть, если там, условно говоря, еще там 2-3 года назад это мало имело распространение, да, то сейчас очень много запросов. Тут даже больше можно сказать, что там, условно говоря, 10 лет назад, когда я приходил в эту область, цена вопроса была, она просто была огромной для лазерной сварки. Там, условно говоря, сварочный аппарат лазерный можно было приобрести, там он стоил в 2-3 раза дороже, чем сам робот. Вот, порядка там 200 тысяч долларов стоил там сварочный аппарат. Вот, то сейчас там за 10 лет цена упала, ну, там, в 4-5 раз, то есть на сварочные источники популярны, вот, и оправданным денежным вложением в некоторых моментах. А вы ставите какие источники именно по лазерной сварке? Источники питания? А, Ну, это G-Wave, по-моему, компания, вот. По-моему, там IPG лазеры IPG, стоят, ну да, вот, понял. насколько я помню. Понял, понял. Кстати, а по аргонно-дуговой, потому что, как я понимаю, то, что Мигмит закрывает только сегменты именно полуавтоматической сварки, правильно? У них же нету, по-моему, аргонников. Да, А по аргонникам, ну, там, если... нет, аргонно-дуговые источники используем компании Bingo, китайская компания, тоже достаточно неплохие источники. В принципе, уже достаточно много поставили, да, этих источников, и отзывы тоже достаточно хорошие. Собственно говоря, никаких проблем с ними не было, а, поэтому По датчикам, могу рекомендовать к приобретению. по датчикам Мгм. слежения, это ваши, как сказать, это тоже от вашего завода или на стороне берете? И так же, как там станции там, охлаждения горелки, грубо говоря. А, Ну, смотрите, тут ситуация такая, что наша компания, она датчик оптического слежения, лазерный у нас есть, но тут мы подходим, так скажем, ну, в общем, есть какая разница, да, у них. То есть мы предлагаем несколько датчиков. Есть датчик нашей компании, есть белорусский аналог, есть китайский аналог другой фирмы. Но Собственно говоря, вот это 3 нормально, как варианта. сказать, клиенту По предлагать 3 сути, варианта, да, чтобы он потом уже да. выбрал. Ну, то есть это...
Да, то есть у каждого из этих вариантов есть свои преимущества, да. Ну, например, допустим, в сложные проекты мы стараемся, конечно, ну, наших белорусских коллег подключать, с ними просто проще в плане гибкости, да, то есть они могут какой-то нестандартный вид шва донастроить, сделать, то есть как бы нужную конфигурацию для нас, ну, как бы уникальную, в общем-то, э, ну, уникальные настройки для нужного нам вида шва. Вот. С Китаем тут посложнее работать, да, то есть у нас есть просто, так скажем, каталожные позиции, да, в которых там сложно какие-то изменения произвести. Вот. Но цена вопроса, конечно, китайского датчика чуть ниже, поэтому ну, в большинстве случаев используем китайские датчики. Понял. В принципе, у меня вопросов больше не осталось. Что еще? Про вашу компанию, мне кажется, уже много чего спросил. Вы уже и так тут все рассказали. И, ну, как я удивился, то, что 100 роботов у вас на складе, ну, это офигеть. Когда я еще зашел, посмотрел, столько у вас Ну, людей работает, очень много. мгм. Ну, смотрите, тут тоже, да, такая ситуация, что, э, ну, придя, так скажем, то, что мы 3 года занимаемся в рамках нашей компании, да, роботами, это не значит, что мы именно имеем опыт, да, такой работы 3 года. То есть достаточно у нас опытная команда, много людей поработало у разных интеграторов. Собственно говоря, вот мы здесь все собрались, и у каждого было свое представление, да, так скажем, что делали не так другие люди, да, другие интеграторы. В связи с этим, мне кажется, связана часть того успеха, да, который нам удалось добиться, да, то есть и, ну, одной из проблем, на мой взгляд, да, то есть то, что многие интеграторы, они вообще не держат продукции на складе, да, то есть как бы даже вот я, поработав достаточно у крупных интеграторов, они в основном приобретали робота именно под проект. То есть у Да, них есть да, проект, да. они, собственно говоря, уже после этого занимаются приобретением робота, срок поставки достаточно длительный, ну и, собственно говоря, многих это смущает, начинаются, ну, сомнения, да, у клиента, там, а привезут, не привезут, там, а не изменится ли ситуация там за это время, да, когда привезут, там, то есть, как бы, у нас робот есть в наличии, да, всегда мы торгуем из наличия уже давно, в принципе, практически с самого начала этот, исповедуем вот этот именно э, способ продажи, да, когда клиент может приехать, посмотреть на своего будущего робота, да, потрогать его, увидеть и понять, что вот заплатив деньги, он буквально там через несколько дней уже может его получить у себя на складе, да, то есть как бы и там через очень короткий промежуток времени ввести в эксплуатацию. Ну, это, мне кажется, дает достаточно большое преимущество для нас, да, и, соответственно, сейчас просто еще такой период, китайский Новый год, Да, да. следующая поставка придет не скоро, поэтому мы как бы готовились к этому моменту, собственно говоря, Я просто поэтому сам достаточно работаю. много роботов на складе, ну, там. Я просто сам работаю в китайской компании, и мы как раз перед китайским Новым годом заказали очень много сварочных материалов. И у нас, наверное, ну, контейнеров 90 вот сейчас пришло, вот мы как раз сейчас их грузим, они только сейчас дошли, чтобы, ну, как всегда обычно, те компании, которые работают с Китаем, они знают, что такое китайский Новый год, до этого, потом сам Новый год, потом после этого. Ну, грубо говоря, нужно рассчитывать на весну, там где-то на конец весны, чтобы, если ты хочешь что-то привезти. И все затариваются вот в начале года прям чуть ли там не по максималке. Сколько есть денег, сколько есть возможностей, чтобы привезти как можно больше, чтобы опять же, в сезон там попасть. Ну, опять же, слово сезон, оно такое. Мгм. Так, что-то у вас еще хотел спросить про роботы. А отдельно источники питания можете продавать или нет? Или у вас только комплект робот и... Ну, теоретически можем, но по факту мы этим не занимаемся. То есть у нас есть основной профиль, да, продажа промышленных роботов. Мы продаем все, что может нам помочь в этом деле. То есть если нужно какой-то станок, допустим, в комплекте, да, с роботом промышленным, то есть в составе Мгм. роботехнического комплекса, мы его можем привести, да. Ну, бывает, иногда отдельно привозим какие-то станки, но, собственно говоря, мы на этом не Понял. Нет, акцентируем свое внимание, мы именно развиваемся в области именно продажи промышленных опять же, роботов. там у каждой компании есть там основной ассортимент, а есть те
позиции в ассортименте, которые они держат, ну, как сопутствующие, там, не знаю, это как когда компания продает сварочное оборудование, она все равно будет держать какую-нибудь там маломальскую расходку, ну, потому что там все вместе ты уже потом продашь. Естественно, там на расходке ты не заработаешь там вообще ничего практически в ноль. Тут главное, как бы, как сказать, решить проблему клиента и предоставить ему все сразу же одним комплексом. Так, ну что, у меня, наверное, все. Я уже второй раз это говорю. Вам хочу сказать спасибо большое, что уделили время. Блин, крутая у вас компания, на самом деле. Прям так много сегодня рассказали, много полезной информации. Что еще? Спасибо большое, Сергей, что пригласили нас. Очень рады вас видеть. Заходите Взаимно. на наши стенды на выставке. Всегда будем вам рады. Хорошо, хорошо. Тогда тут под этим видео подписчики будут писать различные комментарии, и там уже их несколько написали. Вы тогда тоже заходите и комментируйте, и отвечаете на эти комментарии тогда. Все тогда. Вам тогда желаю хорошего вечера. Тогда все. Пока тогда. Юрий Федосев. Спасибо, Сергей. Хорошо. Все, До Алексей. свидания. До свидания. Вам тоже хорошего вечера, хороших выходных. Всем Спасибо. подписчикам вашим хорошего настроения, хороших выходных. А еще пишут, а еще будет эфир с роботами. Будет. Договоримся, будет. Ладно, мы какую-нибудь тему еще потом придумаем и организуем. Да, давайте обсудим. Так, Можем что-нибудь, какую-нибудь демонстрацию придумать. Вот, До кстати. свидания. До свидания.